Перед вами 10 крупнейших городов мира. 9 из них находятся в быстрорастущей и развивающейся Азии, где сейчас живет больше половины всего человечества, и всего один в Африке. Вот он, Каир. А это прогноз на 2050 год. В лидерах снова Азия, но теперь уже и Африка. А теперь внимание! К 2100 году 3 самых густонаселенных мегаполиса мира будут в Африке, и с Азией они будут делить этот рейтинг поровну. Да, это всего лишь теоретические подсчеты, но по ним можно понять, какой у Африки потенциал. Африка – богатейший континент по природным ресурсам. Здесь есть все. От нефти и газа до редкоземельных металлов, золота и алмазов. Но при этом Африка остается самым бедным континентом на планете, где средний ВВП на душу населения составляет $2500, в то время как средний мировой около 14 тысяч, а у многих людей нет доступа даже к питьевой воде. Как же так получилось? Давайте разбираться. Говоря слово «Африка», важно понимать. Это не одна страна. Это 54 суверенных государства, которые сильно отличаются друг от друга. Есть, например, беднейшие страны на континенте, такие как Бурунди и Центральноафриканская республика, где ВВП на душу населения составляет всего $256 и $390 соответственно, а уровень бедности превышает 60%. Есть страны среднего достатка, такие как Марокко и Намибия, а есть зажиточные по местным меркам страны, такие как Южноафриканская республика, Египет или Ботсвана. Помимо этого, Африка сильно разделена этнически. На территории континента по разным оценкам проживает от 500 до 8,5 тысяч различных народов, этнических групп и племен, которые, часто живя по соседству, могут не понимать язык друг друга. И это лишь несколько факторов неравенства и систематических проблем Африки. А чтобы их лучше понять, давайте окунемся в историю. Бытует мнение, что Африка всегда была бедной и отсталой. И это отчасти верно. Но не совсем. На территории Африки также существовали могущественные государства, такие как империя Мали или Эфиопия, но ни одна из них не смогла подчинить себе весь континент. С изобретением колеса и одомашниванием животных началась зарождаться современная цивилизация. Люди начали разводить животных, выращивать пшеницу и бобовые, а также обмениваться опытом и знаниями с соседями, другими азиатскими странами и европейцами. Африканский Египет тоже не отставал. Долина реки Нил была одним из центров цивилизации на то время. Ну а дальше-то что? А дальше, на юг, огромная безжизненная пустыня Сахара, которая отделяет глубь континента от современной и развитой цивилизации. И им приходится вариться в собственном соку. Существует также теория, что 3-4 тысячи лет назад на севере континента никакой пустыни не было. Там была огромная зеленая саванна с множеством рек и озер, где люди также активно занимались земледельчеством и животноводством. Но изменения климата отделили географический центр континента от его северной, прибрежной части, и дальнейшее развитие народов Центральной Африки в ногу со временем стало невозможным. Затем пришли европейцы. И в то время, как к моменту активной колонизации Европа обладала технологическим и военным преимуществом, имея корабли, огнестрельное оружие и прочие плюшки цивилизации, африканские народы значительно уступали во всем колонизаторам, так как многие тысячи лет обитали в своем отделенном от остального мира обществе. Но быстро захватить Африку не получилось. Стражем континента выступила природа. Малярия, менингит, желтая лихорадка, сонная болезнь, переносимая мухой ЦЦ, выкашивали колонизаторов почти под ноль. Но зато, освоившись в прибрежных регионах, они начали выкачивать ресурсы и заниматься работорговлей. Но с открытием хинина двери вглубь американского континента откроются, и к началу Первой мировой европейцы контролируют уже 90% материка. Англичане владели колониями на востоке и в центре, французы на севере и западе, приличные куски были у Бельгии, Германии и Португалии, но и еще у нескольких государств поменьше. И чем занимаются эти страны? Вкачивают из континента людей и ресурсы по максимуму, практически ничего не давая взамен. Но рано или поздно это же заканчивается. 1960 год. Парад суверенитета в Африке. 17 стран получают независимость от колонизаторов, и до конца 70-х страны получают независимость одна за другой. Казалось бы, вот она, свобода. Наконец-то! Но проблема в том, что границы большинства африканских стран были расчерчены буквально линейкой, и, естественно, не учитывались местные народности, культуры, языковые особенности и прочее. Одни народы разделили, другие, враждующие, заставили жить под одной крышей, что, естественно, привело к множеству конфликтов и гражданским войнам, что в целом практически неизбежно в данной среде. У народов Центральной Африки банально нет единства и национального сознания. Я уже упоминал, что в Африке живут тысячи разных народов и этносов, которые к тому же говорят на разных языках, коих в Африке по разным оценкам 2000 и более, так они еще и исповедуют разные религии. В отличие от той же Северной Африки, где государственная религия ислам, официальный язык арабский, а эти два фактора являются ключевыми к объединению людей
и формированию национального сознания, но не языком и верой едиными. Это индекс восприятия коррупции. Чем выше страна находится в этом рейтинге, тем у нее меньше коррупция. А теперь взглянем на Африку. Самая некоррумпированная страна Африки, Ботсвана, находится на 43-м месте в мире, опережает даже Португалию и Чехию. Но где остальные? А большинство остальных стран Африки первые. С конца. Что, естественно, приводит к поражающему уровню бедности, слабым государственным институтам, а власть сохраняется у горстки людей в правящей верхушке, которые все контролируют. Сегодня Африка – самый быстрорастущий континент по населению. По данным на 2025 год население континента составляет больше 1,5 миллиарда человек, а индекс рождаемости самый высокий в мире. Но что это дает? Да, с одной стороны, это огромнейший потенциал. Во многих странах количество людей в возрасте до 15 лет составляет чуть ли не половину всего населения страны. Это огромная и качественная рабочая сила. Но где взять рабочие места для такого огромного количества людей? Да, развитые страны по типу ЮАР создают ежегодно большое количество рабочих мест, но этого все равно мало. Население стран растет быстрее. Странам не хватает денег для создания новых рабочих мест. Системы образования и медицины перегружены. Люди вынуждены работать с малых лет, жертвуя своим образованием и своим будущим, дабы просто себя прокормить. И это все порождает еще большую бедность. Ну а что же недра? Ты же говорил, что Африка – огромнейший кладезь природных ресурсов. Да, все верно. В Африке сосредоточено до 10% мировых запасов нефти, около 40% запасов мирового золота и почти 2/3 всех мировых запасов алмазов. А в чем тогда проблема? Возьмем, например, алмазную шахту. Казалось бы, деньги лежат под ногами. Просто бери лопату и копай. А на какие шиши-то копать? У страны нет денег для обеспечения производства. И тут на помощь приходит кто? Правильно, те же китайцы. Что они делают? Они покупают или берут в аренду у страны территорию, которую она сама не в силах довести до ума, вкладывают туда деньги, роют шахты, создавая рабочие места. И казалось бы, благо. Но шахтер, работая по 12 часов в день под землей, гробя свое здоровье и рискуя жизнью, получает $5-10 в день, что по местным меркам может быть целое состояние, но для работодателя практически бесплатная рабочая сила. И что дальше? А дальше ресурсы, полученные практически бесплатно, отправляются дальше. Их перерабатывают, делают из них дорогостоящие товары и продают за огромные деньги. Что получает Африка? Правильно, дырку от бублика. Есть такая структура – МВФ – Международный валютный фонд. Если упрощать, это эдакий международный банк, в котором страны могут брать кредиты. Получить этот кредит не так-то просто, нужно выполнить ряд необходимых условий, таких как изменение налоговой политики или борьба с коррупцией, например. Что для стран Африки непросто, но возможно. И вот, допустим, Уганда получила этот кредит. Но что происходит с практически халявными деньгами в столь коррумпированных странах, думаю, догадаться несложно. Это еще повезет, если хоть что-то не осядет в карманах чиновников и дойдет туда, куда нужно. Подожди, но неужели все так плохо? Нет. В Африке есть страны, которые хорошо развиваются, из которых можно взять пример. Ботсвана, например, в 1966 году была одной из беднейших стран мира. На всю страну имелось, внимание, 12 километров асфальтированных дорог. Но сейчас Ботсвана занимает 4-е место на континенте по ВВП на душу населения. Как же так получилось? Ботсвана, благодаря разумному управлению ресурсами во главе с грамотными руководителями, смогла построить демократическое капиталистическое общество, не скатившись в бездну коммунизма и междоусобных войн. В отличие от той же Руанды, где в ходе геноцида в 1994 году за 100 дней было убито до 1 миллиона человек. Но захватившие власть повстанцы Руандийского патриотического фронта выстроили жесткую вертикаль власти с нулевой терпимостью к коррупции, сделали ставку на цифровизацию и развитие страны в сфере IT, а также провели жесткие налоговые реформы и реформы бизнеса, что в конечном счете сделало Руанду одной из самых быстро развивающихся стран региона. И что в итоге-то? Безнадежна ли Африка? Нет. Да, на развитие континента огромное влияние оказала история, природа, тяжелое колониальное прошлое, раздробленность населения. Но на примере тех же Ботсваны и Руанды мы видим, что при грамотном управлении возможно все. У стран Африки огромное количество природных ресурсов, громаднейший человеческий капитал, невероятнейшая природа и низкая база. Что как неограненный алмаз в руках толкового человека с правильными инструментами может стать
настоящим бриллиантом. Если понравился контент, реагируйте лайками и комментариями, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы ничего нового не пропустить. Ну а я пошел исследовать новую тему.